Я много путешествую на разных турендуро, и это обзор Ducati Multistrada 1260. Два по цене одного S и Enduro. Обычно у разных версий турендуро не так много отличий: колеса, подвеска, бак да седло. Редко кто заходит дальше. Между версиями Multistrada S и Enduro отличий больше, чем у худого гуся и Adventure, или базовой Африки и Adventure Sports. У разных 1260 помимо мелочей, например, почти одинаковых, но все же разных крыльев и седла, даже клювы разные, глушители и концептуально разные маятники. Есть ощущение, что эти модели разрабатывались параллельно. Enduro на базе предыдущей версии 1200 Enduro, а S как будто развивался параллельно. Нормальный блогер сделал бы два разных обзора и еще отдельно первые впечатления. Я ленивый и утрамбую все это в один ролик. 1260 Enduro – самый дорогой тур-эндуро, если говорить о стоковых версиях. Причем это не максимальная комплектация, на некоторые опции и аксессуары придется отслюнявить сверху. Стоковая же более дорожная 1260 вполне в рынке по средней для класса цене, однако стоковая Multistrada не имеет многих фишек, которые я буду нахваливать, главная из которых полуактивная подвеска. Сейчас существует только две серии больших турендуро со спортивным уклоном: KTM 1290 и линейка Multistrada 1260 и V4. Все остальные конкуренты вообще не про то, а литровые по мощности не дотягивают. Со стороны, не поездив, сложно понять, чем отличаются Multistrada и KTM. Вроде и то, и другое быстрое. Попробую в двух словах объяснить разницу, после чего можно смело закрывать ролик. Ducati быстрый, но не хулиганский. Всегда ощущение, что за тебя мотоциклом управляет электроника и все сглаживает. KTM это скорее внедорожник, в который засунули ядерный реактор, а Multistrada по ощущениям того же разгона больше похожа на заряженный автомобиль S-класса. Быстрый, но как-то нежно, однозначно не всем понравится, потому что не дает выплеснуть эмоции, как KTM. Хотя я не удивлюсь, если на спортивном треке 1260 окажется быстрее. Ducati ближе по идеологии к технологичным супербайкам, KTM к мотардам. У меня главная претензия к 1260 – работа двигателя и связка с коробкой, с них и начну. И если сравнивать с Multistrada 950, отличий в ощущениях кроме двигателя найти тяжело. И нет, я не хочу завести опять шарманку про вибрации. Конечно, мелкая вибрация есть всегда, до 4000 оборотов заметно только на подножках, потом и на руках, и на седле. Но все равно меньше, чем у KTM и BMW в рамках нормы для европейского мотоцикла, так что сегодня не об этом. Двигатель Multistrada традиционно считают высокооборотистым. 1200-я Multistrada действительно была высокооборотистой и имела явный провал в середине, что бесило. 1260 перестроили, избавившись от ямы, полка момента довольно ровная, просто тяга начинается чуть позже, не как у спортбайков. На совсем низких оборотах слегка тупит, потом огонь на всем диапазоне. Тут любопытно, что почти весь момент доступен уже на 4500 оборотов и комфортно крутить в диапазоне от 4 до 5000, не как на старом. Я уже говорил, график сравнения крутящего момента разных мотоциклов дает понять характер двигателя, а не кто быстрее разгоняется. У Ducati очень быстро раскручивается двигатель, так что в реальности они с KTM где-то наравне уделывают всех остальных по разгону. У мотоцикла хорошая ветрозащита, громкость глушителя от оборотов почти не растет и вибрации сохраняются примерно на одном уровне. При этом ручка реагирует на малейшие изменения, поэтому с Ducati есть нюанс. Чуть зазевался, вроде ничего не делал и нечаянно едешь на запредельной скорости. Это характерно для всех Multistrada, особенно, конечно, выражено на V4, так что рекомендую поглядывать на спидометр. На этом мотоцикле не чувствуется скорость, как будто в компьютерной игре. Это не единственная, но одна из причин, почему на Ducati такого драйва нет, как на KTM. Уж слишком гладкий и синтетический мотоцикл. Вроде пока одни плюсы, что же не понравилось? Двигатель отлично работает в условиях, когда не надо сильно тормозить. В магистрали, достаточно быстрые извилистые трассы, все прекрасно.
Но вот те узкие горные дорожки, которые я люблю, где может выехать встречка из-за поворота, либо крутые шпильки, короче, там, где надо довольно сильно тормозить до 20-30 км в час. Вот когда закрываешь газ, слишком резко двигателем тормозит, мотоцикл дергает, чего совсем не хочется на туристе. И при разгоне, как я уже говорил, внизу пустота, а потом легкий пинок. Жить можно, но на серпантинах, когда цикл из узких закрытых поворотов или шпилек через каждые 100 метров, раздражает лишняя нервозность. Повторюсь, только в определенных условиях на трассах с пологими поворотами ощущение спортивности оптимальное. Второй момент. В таких же условиях постоянно надо щелкать передачи. Скажем, вторая передача уже на 70 кричит, а третья ниже 50 захлебывается. На узких европейских серпантинах едешь обычно в диапазоне от 30 до 100, и на большинстве конкурентов достаточно воткнуть третью передачу, которая закрывает весь диапазон, на Дукате приходится пощелкивать туда-сюда. И есть сопутствующая проблема с квикшифтером. Сам квикшифтер четкий и незаметно переключает даже с первой на вторую, но только на низких оборотах. Оптимально где-то около 3500, где нормальной тяги еще и нет. Если так переключаться, будет скорее динамика семейного седана и имеет смысл разве что в городе. Если переключаешь на других оборотах, а на мультистраде всегда хочется переключаться на более высоких оборотах, заметный пинок, который тоже слегка дергает, на поворотах переключаться без сцепления точно не хочется. Не такой пинок, как у BMW, но из-за того, что переключаться туда-сюда приходится чаще, это быстро начинает раздражать. На V4 этот момент исправили, там квикшифтер работает мягко в широком диапазоне оборотов. Также про коробку замечу, что и на S, и на Enduro иногда нейтраль сложно было найти, также можно было словить ложную нейтраль. Справедливости ради, очень редко, но было. Для примера, проблем с нейтралью на KTM 1290 и гусях у меня не было, хотя их ругают за то же самое. Из интересного. На разных версиях стоят разные глушители. Не только S и Enduro, но еще существует версия Pikes Peak, где ставится третий вариант глушителя — карбоновый Terminioni, с которым я не катался. В каком еще мотоцикле вы такое встречали? Еще любопытно, что хотя у Enduro одна труба, а в S раздвоенные трубы, тем не менее звук практически одинаковый, и различить их можно только если рядом поставить и прислушиваться. В целом звук симпатичный, но очень громкий даже на холостых, как будто кто-то специально заморочился, чтобы добиться предельно допустимой громкости и не отдавать ни одного децибела регуляторам-бюрократам. Сам глушитель компактный, особенно на версии Enduro, как на какой-нибудь 300-ке. Это здорово хотя бы тем, что можно кофры ставить ближе к мотоциклу, и когда встаешь, либо пассажир сидит, сложно как-то задеть или жар от глушителя почувствовать. Либо если использовать мягкие сумки, которые на многих мотоциклах тяжело разместить так, чтобы они не плавились. Двигатель экономичный для своей мощности. На круиз-контроле 127 км в час, на шестой передаче у версии S расход 5,2 литра на 100 км, в горах где-то 5,5. Enduro, как и полагается, ест больше, где-то на 0,3-0,4 литра с тем же самым грузом, с той же самой резиной, кроме диаметра с тем же самым стеклом и без боковых кофров и каких-либо защитных дуг. Это, к слову, о том, как влияет аэродинамика, подвеска и колеса на расход. Причем нельзя списать, как обычно, на воздушный фильтр, старое масло и свечи. Оба мотоцикла дилерские и только-только прошли обкатку. Одно из ключевых отличий версии Enduro — огромный бак на 30 литров, тогда как в обычной версии 20 литров. Учитывая, что KTM перестал выпускать 1290 с увеличенным баком, Ducati единственный конкурент GS Adventure в 1200 классе по дальности хода. Даже больше, это самый легкий современный Tour Enduro с баком на 30 литров, не беря какие-нибудь раллийные малокубатурники с китами.
Вообще-то мультистрада с 30-литровым баком легче, чем Super Tenere, Tiger и Cross Tourer со стандартными маленькими баками. Если же говорить о базовой версии 1260, это самый легкий современный турендуро или кроссовер от 1100 кубиков, поэтому управляться с ним не так уж и сложно. Вдобавок эска, если я ничего не путаю, самый низкий по седлу стоковый турендуро или кроссовер от литра. В опции также есть заниженное на 2 см седло. С эндуро все иначе, по высоте он для своих подвесок тоже невысокий, чуть повыше эски, но важнее другое. Эска воспринимается супер легкой для своего класса где-то на уровне литровых и даже тяжелых среднекубатурников, а на эндуро с полным баком адски высокий центр тяжести и заправленный мотоцикл ну совсем уж тяжелый. Для асфальта пойдет, но таскать его никакого желания не появляется. Модель по эргономике больше заточена на средний рост. Один из самых комфортных турендуро для среднего роста, кстати. Правда, нужно учитывать, что у 1260 очень широкое седло. Даже на 950 более покатистая форма, как у водителя, так и пассажира. Само седло комфортной формы для езды, но все равно слегка не дотягивает до кастомных гелевых. У мультистрады посадка имеет слегка спортивный уклон. Во-первых, высоко расположены подножки, при этом руль низко и чуть удален. Подразумевается, что на мультистраде едешь с небольшим наклоном в более атакующей позиции. И здесь возникает проблема. Конкретно с моим ростом 188 см, во-первых, плечи чуток затекают, но окей, это можно поправить проставками или другим рулем. И в коленях угол не напрягает. Подстроить комфорт можно. Главный же нюанс, из-за того, что подножки слегка задраны, а руль наоборот пониже, в стойке ездить высоким так себе, тут проставки не сильно спасут. В разных версиях разные подножки. ВС компактные, на эндуро очень массивные со съемными резинками. Размер подножек шикарный, можно было бы часами стоя ехать, если бы не. Зато огромные подножки эндуро слегка мешают стоять на земле и боковой упор откидывать, если сравнивать с версией S. Лапка тормоза на версии эндуро по-серьезному регулируется. Почему-то говорят, что там 3 положения, гладкое и с разными шипами. Это ерунда, гладкое положение никак не фиксируется, и дело не в разных шипах, а в настройке лапки по высоте. Подразумевается, что ты съехал с асфальта, снял резинки с подножек и перевернул рукой лапку, чтобы удобно было тормозить в стойке. Лапка КПП на эндуро тоже по-взрослому складывается при падении. Седло на эндуро с претензией и слегка отличается от асфальтовой версии. Из интересных штрихов, боковые панели на эндуро сделаны из неокрашенного алюминия. Функционала в этом мало, но стиль рифмуется с установленными фирменными алюминиевыми кофрами. Для 1260 есть 2 комплекта фирменных кофров. Пластиковые, которые, судя по всему, делают Givi, и классические алюминиевые, которые делает Touratech. Есть косячок. Все кофры закрываются и открываются только ключом. Эти пластиковые кофры выпускаются давно, понятно, что за основу была взята старая модель. Фишка же оригинальных алюминиевых кофров Touratech, их можно закрывать без ключа, открываются только при нажатии фиксатора, поэтому в путешествиях не надо туда-сюда ключи доставать. У Ducati эти кофры открываются и закрываются только ключом, что весь смысл теряет. На эске и эндуро в стоке разные защиты картера. На S заурядная, а на эндуро целое произведение технического искусства. Принцип в том, что защита как бы подвешена на отдельных кронштейнах через дополнительное соединение, причем сами кронштейны крепятся к раме через демпфер. По логике, защита при ударе сыграет, для этого есть и зазоры, и демпферы, и не оторвет крепление из двигателя или рамы, не проломит крышку двигателя, что является проблемой на турендуро-бегемотах. Причем посмотрите, какое гладкое дно на мотоцикле, никакие рычаги и трубы не торчат, мотоцикл как на лыжах проскользит там, где клиренса не хватит. Наличие центральной подставки не уменьшает дорожный просвет, и ножки подставки реализованы так, чтобы ни за что не зацепляться. Ладно, это эндурное баловство хотя бы не портит удобство управления мотоциклом, спецованные колеса 19 и 17 дюймов тоже пойдет. А вот что совершенно лишнее на мотоцикле — подвеска версии эндуро.
Она действительно была ориентирована на плохие дороги с колдобинами, мягко едет и лучше глотает неровности, это правда. Начну издалека. У всех подвесок есть какой-то диапазон возможностей для разных условий. И я всегда расхваливаю полуактивную подвеску любых других мультистрад S-версий. У всех S-ок огромный диапазон возможностей даже по сравнению с большинством других мотоциклов с полуактивной подвеской, не говоря уже о том, что ничего подобного ни одна механическая подвеска предложить не может. Крайнее значение умеренно жесткое, с такой регулировкой хорошо ездить по серпантинам с крутыми поворотами. До зубодробительности спортивных мотоциклов или того же КТМ не дотягивает, но подавляющему большинству людей будет оптимально. Тем более у 1260 все равно длинная база и рулежка не совсем похожа на классическую спортивную, подвеска подходит. Самые комфортные режимы подвески позволяют действительно не замечать мелкие неровности, и это не фигура речи, даже малейшей отдачи в руки или пятую точку нет. Но тут есть и негативная сторона. Ехал один раз по асфальту, который на вид как бы из крупных гранул, и через какое-то время начало зад мотать туда-сюда. Пригляделся, асфальт давно кончился и началась щебенка из этих гранул, на вид то же самое, только без финального запекания. На обычной подвеске я бы сразу почувствовал, что по гравию еду, здесь такого нет. Вообще отсутствие обратной связи на неровностях – одна из причин, почему я никакую из мультистрад для бездорожья не рекомендую без теста. Очень на любителя. Я на 4 мультистрадах ездил, но так и не привык к особенности скайхука, хотя кому-то наоборот понравится. С точки зрения асфальта идеал, не замечает стыки, трещины, неаккуратные люки и так далее. Обычно по магистралям я езжу в самом мягком положении подвески. Мультистрада — единственная серия мотоциклов, на которой я ставлю подвеску чуть жестче, потому что в самом мягком положении начинает укачивать. Даже на длинноходных тур-эндуро такого эффекта обычно нет. В версии Enduro картина другая. У мотоцикла диапазон подвески сдвинут в мягкость, и в самой жесткой настройке он не дает острой рулежки и раскачивается. По ощущениям это уже не Ducati. Вроде едешь на мощном двигателе со спортивным характером с приспортивленной посадкой, а проявить динамику нельзя. На серпантинах в режиме Hardest сопля соплей, только по прямой ездить. И да, я понимаю, что в России серпантинов практически нет, и многие даже не увидят разницу с эской. Не совсем плохая подвеска, просто она по ощущениям ближе к серьезным тур-эндуро. Средненькая. В описании Ducati наличие такого слова приговор. При этом ничего взамен не получаешь. Эска и так нормально едет по плохим дорогам и грунтовкам, глотает небольшие ямки, а серьезно глину месить не хочется и из-за плохой обратной связи, и из-за неудобного положения в стойке, и из-за этих поворотников в защите рук, которые легко ломаются при падении, от которых в V4 наконец отказались. Если уж по какой-то причине захотелось ездить по грунтовкам, проще поставить спецованные диски на AS, длинноходные подвески мультистраде только вредят. Если же рассматривать новый мотоцикл, то у V4 подвеска оптимальная, при этом с 19-дюймовое колесо и спицы в опции, а дорожный просвет у V4 значительно выше, чем у 1260 Enduro. Еще одна любопытная тема, на которой почти все попадаются – тормоза. Фишка в том, что на разные версии 1260 ставятся разные тормоза, чего не происходит никогда. Brembo, но разные. Не только между S и Enduro, что можно легко объяснить, а даже между базовой версией и S. Сзади на всех версиях стоит диск на 265 мм и двухпоршневой суппорт. Тем не менее, даже задний суппорт слегка отличается. Как минимум у S-ки суппорт болтается снизу диска, у Enduro наверху. Даже на тестовом мотоцикле, который новый и вылизанный, на S-ке весь суппорт уже грязный. С цепи как раз на него летит, и к суппорту никто никогда мойкой не добирался. Но эта история на многих мотоциклах с консольным маятником, а вот с передним тормозом все интереснее. На версии Enduro ставятся нищебродские Brembo M4, четырехпоршневые с небольшими дисками по 320 мм. На версии S уже вполне себе премиальные Brembo M50 с дисками по 330 мм.
Я шучу, конечно, потому что такой уровень тормозов большинству мотоциклов только снится, а М50 – это такой негласный стандарт для супербайков с уменьшенной неподрессоренной массой и более жестким схватыванием, если говорить о массовых линейках тормозов. С дисками по 330 мм существует всего две модели кроссоверов или тур-эндуро – Multistrada 1260 и V4. Правда, на V4 используются уже Brembo Stylema, бывшие некоторое время эксклюзивом топового супербайка Panigale V4, который еще легче и лучше. И их точно безоговорочно можно назвать лучшими тормозами у тур-эндуро. Но это уже перфекционизм. В моих роликах словосочетание Brembo Stylema вы могли уже слышать в обзорах на тигров, и, оглядываясь назад, можно оценить, какой невероятный уровень тормозов для своего класса на как бы бюджетном Tiger 850. Кстати, на всех версиях 1260 в стандарте угловая ABS. Теперь о том, как все эти технологии настраиваются. У Ducati, на мой скромный взгляд, лучшая система настройки разных режимов. Я не говорю про спорный дизайн экрана и отображаемые данные, не все так гладко, но концепция режимов езды – эталон. Есть у мотоцикла 4 режима езды. На самом деле названия там особо не важны. Главная фишка – каждый режим отдельно можно очень глубоко настроить под себя. Например, регулируется мощность двигателя и отклик ручки газа, и это не один параметр, как обычно. 8 уровней трекшн-контроля, а можно и вовсе отключить, 3 варианта работы ABS, 8 уровней антивилли. Отдельно настраивается передняя и задняя подвеска из 5 вариантов, каждый из которых заметно отличается от других. Не как на КТМ, какую не поставишь, все равно жестковато. Разумеется, настраивается и уровень загрузки и СЭК. Тут отмечу, что подвеска подстраивается очень быстро, на некоторых мотоциклах посидеть можно, пока подстроишь высоту. В итоге четко под себя подстраиваешь 4 нужных сценария и легко переключаешься между ними во время езды. У конкурентов такой свободы действий нет. Сам интерфейс экрана этого поколения Multistrada мне не нравится, он именно переходный. Есть 4 режима отображения экрана, но они отличаются в основном возможностью отключить лишние данные на экране. Раньше на мультистрадах был монохромный экран, и 1260 использует эту устаревшую схему интерфейса. Но при этом сам дисплей цветной, о чем не всегда можно догадаться. Бывают проблески цвета, но явно никакой работы с акцентами не было. Как простейший пример, даже нейтраль на экране не выделяется зеленым, хотя это стандарт. Если выбран режим спорт, он зачем-то отображается на большой красной плашке, которая забирает весь акцент на себя. Вся остальная информация сливается и как-то хаотично разбросана по экрану. Есть Bluetooth и даже простенькие навигационные подсказки, но работает только с некоторыми навигаторами, с высокой вероятностью только с фирменными Ducati Zoom. С телефоном только в режиме плеера и гарнитуры, а также для сбора статистики. Короче, бесполезная ерунда. Отлично реализован разве что индикатор топлива, его как будто другой дизайнер проектировал. Во-первых, он цветной, а во-вторых, точный и подробный. Много делений, и индикация действительно работает, а не как на других мотоциклах первое деление гаснет только на половине бака, и потом быстро улетают оставшиеся. В путешествиях на таких мотоциклах я обычно жду 2 делений, потом в уме отсчитываю 40 километров и начинаю искать заправку. Увеличение шкалы позволяет не заниматься математикой, точнее понимая остаток бензина. Мелочь, а приятно. Давайте немного по опциям и удобству. К самой работе круиз-контроля немного придерусь, это никак не влияет на выбор мотоцикла. На 1260, если сбрасывать скорость, зажав кнопку снижения, мотоцикл сильно тормозит, а потом набирает скорость. В уме приходится держать, что скорость будет километров на 5-7 выше, чем реально показывает при сбрасывании. Подогрев рук есть, но его явно тестировали летом на юге Италии. Греет слабенько, где-то наполовину от мощности нормальных обогревов. На эске в колени слегка дует, без направленного потока, поэтому ветрозащита в целом на 5 с минусом. На эндуро в ноги еще меньше дует, чем на эс, но все равно слегка достает. Опять повторюсь, хотите узнать о недостатках БУ мотоцикла, смотрите презентацию обновленной модели. В официальной презентации V4 так и говорят, что сделали эпохальный скачок вперед с точки зрения аэродинамики и защиты пилота от ветра.
Если перевести на русский, 1260 прошлый век. Ругаются на 1260, что бедра поджаривает, как и на в 950. У меня ни на одной версии таких проблем не было, но в затяжных пробках я и не стоял. Впрочем, в презентации V4 тоже о чем-то таком говорят. Отмечу гигантские зеркала с небольшой окантовкой. Помимо того, что это произведение искусства, если их правильно настроить, видно все. В нормальном виде зеркала торчат сильно шире руля, поэтому проблем с локтями нет. Не очевидно, но по защите рук и зеркалам 1260 самый широкий в классе, шире только обновление V4. Есть, разумеется, конкуренты метровой ширины, но они уже либо по зеркалам, либо по рулю, и в пробках помогает просто слегка наклонять мотоцикл. С мультиком, во-первых, просто так гарды не снимешь, на них поворотники висят. И мало какие узкие зеркала по стилю подойдут, поэтому для междурядья не очень удобный мотоцикл, особенно в сравнении с ближайшим конкурентом, который, наоборот, самый узкий в классе. На мультистраде весьма недурный свет с мощным потоком. Есть бесключевой доступ, но горловина бензобака с бесключевым доступом – отдельная опция, в стоке на заправках надо ключом царапать. У всех 1260 спереди розетка DIN под седлом USB и еще одна DIN. Давайте двигаться к итогам. Многие явно отметят, что это самый красивый Тур-Эндуро, особенно в версии S. Аспект дизайна считаю важнейшим в Ducati не с той стороны, с которой вы подумали. Мне, к примеру, действительно очень зашел Multistrada V4 как комплекс ездовых качеств. Это спойлер к будущему ролику. Я подумывал о том, чтобы купить ее, но меня останавливает именно дизайн. Я знаю себя, где-то буду гаражной дверью стучать по мотоциклу, где-то буду пытаться на ней перевести шкаф из Икеи, расцарапав весь пластик, приварю каких-нибудь железок к мотоциклу и замотаю изолентой. Как шрам на все лицо у брутального мужика и гламурной модели. Вроде одно и то же, но последствия разные. У меня рука не поднимется портить мультистраду, но и не хочу ради Ducati менять свои привычки. Это не мой мотоцикл при всех достоинствах. А есть люди, которым важно, чтобы их окружали красивые вещи с красивыми деталями. Это не всегда про понты. Есть, например, люди, готовые тратить на люстру в спальне, куда явно гости не доходят, сумму, достаточную для покупки квартиры в среднем российском городе. Если в среднекубатурном классе есть выбор между люксовыми Ducati и MV Agusta, то в большом классе Тур-Эндуро для людей, которым важна эстетичность деталей, вообще вариантов нет, только Ducati 1260S. Даже новый V4 на фоне 1260 выглядит бледнее. Обновленный более грубый клюв туда-сюда дело вкуса, но консольный маятник 1260 однозначно красивее. На остальных версиях, в том числе Enduro, стоит двухсторонний маятник. Еще на 1260 вот этот парящий брызговик на V4 от такого дизайна отказались, вернувшись к заурядному удлиненному хвосту с номером. Обращу внимание на цвет. Все остальные Ducati у меня на тестах были красными, в шоурумах тоже всегда красные мультистрады стоят. На фотографиях белая мультистрада выглядит как-то простовато, вживую я понял, в чем дело. Вот сравнение с белым шлемом. Видите, у Ducati белый это не банальный белый, а пограничный оттенок между белым и светло-серым, не уходящий ни в холодный, ни в теплый. Кто в теме знает, что такие оттенки очень популярны у дизайнеров интерьеров. Ducati он как раз для таких людей, кому интересны сложные оттенки, сочетание матовых и глянцевых поверхностей, линии, формы. Заводской кастом, если вы понимаете, о чем я. Конечно, с кучей денег и без обостренного чувства вкуса можно купить мультистраду, закатать ее защитными дуками и бронепленкой, повесить сверху баул и кому-то доказывать, что это тоже эндуро, но целевая аудитория модели не будет съезжать с асфальта ровно никогда. Это принципиально разные отношения к путешествиям. Или ездить по красивым чистым местам и отдыхать в комфортных отелях, или вечно грязному по пыльным местам таскаться, ночуя в палатке. Я бы мог даже на своем полигоне мультистраду не тестировать, это не имеет никакого смысла. Не потому что Ducati не может. Может, просто чтобы мультистрада по грязи ехала, нужно заколхозить защиту, перенести поворотники, растеряв по дороге весь шарм. В Испании, Франции и Италии очень любят мультистраду. Я иногда встречаю эти мотоциклы и в городе, и на трассах.
И, по-моему, всегда ездят на голой мультистраде, на такой, какой ее создала природа. А если с кофрами, то только с оригинальными, которые действительно не портят внешний вид. Если говорить о дорожных версиях, сейчас у модели две проблемы. Во-первых, практически нет отличия от 950 мультистрады, которая стоит заметно дешевле, если сравнивать аналогичные комплектации. По большому счету разница только в мощности двигателя, а 950-ю не назвать слабой. Во-вторых, мультистрада V4 это и серьезный скачок, и громадная работа над ошибками. Большинство придирок из этого ролика не актуальны для V4. На фоне V4 1260 уже какой-то динозавр, хотя по сравнению с другими марками это все еще космолет. Я это к чему? Сейчас в России неадекватные цены на 1260, буквально те же самые, что и на V4. А БУ на момент записи продавался ровно один экземпляр на всю Россию. Если говорить про версию Enduro, при всей моей любви к большим бензобакам я просто не представляю, кому бы я порекомендовал этот мотоцикл. На замену Африке и КТМ очевидно не тянет, а гонщиков эта кисельная подвеска с высокой вероятностью разочарует. У 950 и V4 лучший баланс между рулежкой и возможностью ездить по любым дорогам, на мой взгляд. Что касается надежности обслуживания. Слегка капризный аппарат многое упирается в десмотром и правильный сервис. К тому же у Ducati 4-летняя гарантия действует теперь и в России. В той же Испании Ducati считается вполне надежным аппаратом, а в России наоборот. Я пришел вот к какому выводу. На каком-нибудь классическом японце есть возможность слегка забить на обслуживание, не регулировать клапана 100 тысяч километров, масло не совсем вовремя и не совсем качественное лить, воздушный фильтр годами не трогать и так далее. Моторчики не форсированные, техника простая и спокойно катается. С Ducati так не выйдет, нужно правильно и вовремя обслуживать, как и всю высокотехнологичную технику. Если степень сжатия как ориентир рассматривать, Ducati традиционно более форсированные. Например, V4 единственный тур-эндуро со степенью сжатия 14, так он и самый мощный. Ты либо самый быстрый и самый легкий, либо у тебя двигатель миллионник и вес под 300 кг. Не бывает и того, и другого одновременно, поэтому я так скептически отношусь к версии Enduro, которая не в свою нишу лезет. Хороший пример. Большинство сервисных компаний мультистрады 1260 связаны с брелком бесключевого запуска и несколькими проблемами с тормозами Brembo. Если учитывать, что ни на Honda, ни на Yamaha никаких бесключевых запусков нет, тормоза уровня 90-х годов и ни одного японского тур-эндуро с соизмеримой мощностью не существует, сложно их адекватно сравнивать с Ducati. У 1260 единственный конкурент это КТМ с теми же самыми нюансами по обслуживанию. Отдельного блока сравнения с другими мотоциклами в этот раз не будет, потому что модель сравнивают в основном либо с другими мультистрадами, либо с BMW и КТМ. Почти все я и так ранее сказал. А дальше будут обзоры других слонов и большое сравнение всего класса. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, и не переключайтесь.